Всем привет, вы на канале Польза.нет. Сейчас я иду топить Honor Magic 7 Pro. Меня зовут Саня. И да, он уже поцарапан. К сожалению, еще и блок камер поцарапался тоже, притом об iPhone в кармане. Но это лирика, об этом расскажу в ролике. А сейчас мы проверим, насколько он хорошо может переживать утопление. Так, ну и смотрите, здесь у нас IP68, IP69. Съемка под водой возможна, но есть определенные моменты. Допустим, у тех же Vivo, если их тестировать, понятно, что у меня Vivo X100S с IP69K тонула, но у них есть отдельный режим для видеосъемки под водой. То же касается, допустим, Realme 14 Pro Plus недавно, который я тестировал, он у меня, что-то как-то много очень воздуха выходит, мне это не нравится. Так, под водой сенсор не работает, над водой сенсор работает. И, наверное, я перестану его топить. В общем, я бы не советовал вам его топить, учитывая, сколько пузырьков вылетело. Плюс здесь нет отдельного режима, как вот и там пузырек готовится. Мне кажется, что... Ладно, главное, выжил. Здесь нет отдельного режима, как у Vivo и как у Realme для воды. Это раз. Два, разумеется, любое утопление надо смотреть мелким шрифтом. Очень часто производители, продавцы будут вам говорить, что нет, там, или вы час держали под водой. В общем, так лучше не делать. Для утопления существуют специальные чехлы, для того, чтобы вы под водой снимали. И все эти игры, вот то, что я устраиваю или кто-то тестирует, помните, что если у вас устройство окирпичится, ну да, может вам его поменяют, но сколько вы потратите нервов и всего остального, дождя он технически 99,9 в периоде не боится. Вот. И такие штуки он переживать, как вы видите, частично тоже может. Выжил или нет полностью, потом напишу в своей телеге. Я, скорее всего, в ближайшее время продавать не буду, тем более вряд ли Honor, в принципе, продастся быстро. Может, буду с чем-то еще сравнивать его. Всем привет! Вы на канале Польза.нет, и здесь только полезные обзоры с целью сэкономить вам средства. Насколько хорош Honor Magic 7 Pro, вы узнаете в ролике. Я буду сравнивать его по видеосъемке с Samsung S25 Ultra. Недавно мне прилетела эта глобалка. На глобалку обновлений у меня появилось 4К 60 FPS на фронталку, поэтому примеров видео на фронталку в 4К 60 FPS здесь будет по минимуму. Но я хочу отметить, что я с ним летал в Гонконг, притом не только с ним, с S25 Ultra еще и с S25 Plus. Еще S25 был, но на него еще пока обзор не сделал. И делал обзор про Гонконг в течение часа на этот смартфон. Так же, как и на те смартфоны, которые я про Samsung вспоминал, то же самое. Вы можете посмотреть, насколько хорошо те или другие смартфоны снимают. Здесь есть у нас телевик, который также может снимать в 4К 60 FPS, ультраширик, который может снимать в 4К 60 FPS. Здесь Android Auto, eSIM, здесь 16 гектар оперативы, разумеется, беспроводная зарядка, правда, без MagSafe, ну а что делать, как говорится. Быстрая зарядка, металлическая рамка, помимо этого он очень-очень-очень неплохо снимает и фото, и видео, и для фотографий вот этот вот ластик уровня, правда, 10-летнего фотошопа, но все равно Snapdragon Elite, в него можно играть, мы 3 часа рубились на пользу стрима в онлайне, тестировали его в играх. Понятно, что вряд ли кто-то флагмана играет, но это один из способов проверить, насколько устройство может быть интересно. По автономности он просто цвет, блеск, красота, это мягко скажем. Максимальное разрешение для съемки видео, к сожалению, у него только 4К 60 FPS, никаких 4К 120 FPS, даже как у прошлых моделей Samsung Ultra, здесь нету. По фронталке 4К 60 FPS, но переключаться это дело не может. Для кого это критично, в стоке такой возможности нет. Разумеется, вы можете скачать программы не стоковые и пользоваться подобной функцией, но все равно. Его суперсила. Нет, это не eSIM, это не Play Market из коробки. А это то, что это как и OnePlus 13R, как вы помните, я говорил, внешне максимально обезличенный смартфон. Я купил, кстати, такой еще белый, но он мне еще не дошел. Этот я купил в Гонконге, глобалку, а белый я купил на Али. И я вам скажу так. Недавно, а конкретно вчера, на Алихе продавали за 85 тысяч благополучным образом глобалку на терабайтник, при том, что у этой глобалки еще и шла в подарок беспроводная зарядка. И в этом случае можно вообще обзоры не смотреть. Это прям цвет, блеск, красота. Да, вы там 9500 заплатите за таможню, но считайте, что беспроводная зарядка это дело компенсирует. Мне это дело вышло 83 тысячи, я покупал в Гонконге в магазине. В конце расскажу историю, почему так дешево. И нет, это никакой не специальный дисконт, это потому что Honor. Но в то же время, сразу спойлер.
Все, что я с ним делал, меня устроило. Накопать недостатков, разумеется, для вас я их накопал. Те, кто смотрит с самого начала внимательно, видят, какие здесь царапины на корпусе. И да, мне скажут, ну как ты его мог посадить? Просто снял чехол один раз. Не снимайте чехол вот с этим вот матовым покрытием. Смотрим. Распаковка. Поставляется Honor Magic 7 Pro в черной обыкновенной коробке из плотного картона. На упаковке есть название модели и краткая характеристика. Упаковка стандартная. В комплекте у нас сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, обыкновенный силиконовый чехол, краткое руководство, кабель с USB-A на Type-C. Да, плохо, что не Type-C на Type-C. Блок питания на 100 Вт и ключ для извлечения слота под 2 сим-карты. Отмечу, что из-за версий под разные регионы будет разный комплект поставки. Весит смартфон без чехла бодрых 228 граммов, а габариты 163 на 77 на 9,4 мм и 13,8 мм вместе с блоком камер. Маленьким его не назвать. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube-канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге, и вы автоматически в розыгрыше. Еще не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Помимо этого, в феврале я еще разыгрываю Poco X7 Pro Iron Man Edition. Условия по ссылкам в описании. Не забудьте, кстати, подписаться на Болталку и на мой личный телеграм-канал. Там исходники фоток можете скачать и пообщаться по поводу всех железок, что я тестирую. И не только их. Переходим к обзору. Рамка алюминиевая, а тыльная часть выполнена из стекла. Внешне смартфон выглядит хорошо, но по мне он, как я уже говорил, какой-то обезличенный. Ко всему, модель имеет защиту от влаги и пыли по стандарту IP68, IP69. Он у меня, кстати, не утонул. В начале ролика я его тестировал. В руке Magic 7 Pro лежит удобно, из рук он не выскальзывает, но пользоваться одной рукой не совсем комфортно. На корпусе расположили кнопку питания, качель регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 3.2 Gen 1 с поддержкой DisplayPort версии 1.2, за что плюс, как и за наличие ИК-порта. Вот мини-джека здесь нет, что в принципе неудивительно и уже привычно. Далее есть микрофоны и стереодинамики с поддержкой звуковых эффектов DTS X Ultra, динамики ультра громкие, качество звука хорошее, я бы даже сказал топовое, но вот кастомного эквалайзера под динамики нет, и из-за того, что на максималках дребезжит лично у меня крышка, я, конечно, ставлю минус балл. Плюс за то, что настроек для персонализации звучания при подключении наушников довольно много. LDAC на моих соньках заводится. Bluetooth-чип, к слову, установлен в версии 5.4. Вибромотор линейный по оси X, по качеству он конкретно уступает вибромотору от OnePlus. В принципе, из-за массы телефона, по мне, вибро отрабатывает топорненько. Смартфон оснащен OLED LTPO дисплеем на 6,8 дюйма с разрешением 2800 на 1280 пикселей, со слегка закругленными краями. Защита Honor Nano Crystal Shield, плотность пикселей в 453 ppi, субфлагманская, частота обновления экрана от 1 до 120 Гц, поддержка Dolby Vision и HDR Vivid. Пиковая яркость по заявлению производителя 5000 нит. По моим замерам на 100% яркости он показывает 1100 люксов, очень даже прилично, а пиковая 2200 люксов, и это прям нереально круто. Тест на частоту дискретизации касания выдал средненький результат, мультитач, разумеется, есть, и экран спокойненько откликается на 10 касаний одновременно. Частота регулировки шима 4320 Гц, шим до 60% поднимается только на низкой яркости, а в остальном шим не больше 20%, притом обоими приборами, но в целом, мое заключение человека, который много всего тестировал, с шимом здесь все волшебно. Полноценный Always On Display, разумеется, в наличии. Разблокировать экран можно при помощи 3D ультразвукового сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран. Почти всегда он идеально отрабатывает 3D-функции распознавания лиц и стандартными способами разблокировки. Притом вы можете его использовать и в банковских приложениях, и в других, а-ля аналог яблочного. Сканер отпечатков пальцев работает отлично, завести можно до 5 отпечатков пальцев и только разных. Один и тот же завести нельзя, за что плюс. Но единственная площадь вот этого сканера, она не такая большая, хотя вы опять же к нему привыкнете, расположен он высоко. Функция распознавания лиц срабатывает быстро и корректно даже под углом, даже в темноте. Можно завести биометрические данные только одного лица, но технически во второе лицо можете тоже завести, потому что там второй раз можно в другом виде заводить лицо. Вот и все. Процессор установлен здесь Qualcomm Snapdragon, разумеется, 8 Elite с техпроцессом 3 нанометра с 8 ядрами. Максимальная частота у него 4,32 ГГц. Графический процессор Adreno 830, оперативная память LPDDR5X и доступна на выбор 12 и 16 ГБ. Внутренняя память UFS 4.0 на выбор
игр 256 гигабайт, 512 гигабайт и 1 терабайт. Операционная система Magic OS 9 на базе Android 15 версии сразу из коробки. Русский язык, разумеется, в стоке есть. Play Market, разумеется, в стоке. Разумеется, есть Android Auto. И, разумеется, помимо этого всего, есть еще и eSIM. И функции в наличии в этой глобалке. Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi, 7 серии поддержка 5G сетей, 4G сетей ниже. Для 4G все бенды на борту, приближение работает корректно. NFC поддерживается, можно устанавливать MirPay и оплачивать покупки NFC-модулем. GPS двухдиапазонный, GPS-тест показывает точность стандартную 3 метра, работает очень быстро. Емкость аккумулятора 5850 мАч, в PC-марке смартфон выдал довольно скромные 8 часов 34 минуты, но по факту это не отражает его работы. Почему? Потому что автономность у него была реально хорошая. Смарт поддерживает быструю проводную зарядку до 100 Вт и беспроводную до 80 Вт. Плюс есть реверсивная беспроводная зарядка, но MagSafe здесь нет. То есть, если вы будете брать себе беспроводную зарядку, она у вас не будет клеиться. Нужно будет чехол докупать. Заряжается от 0 до сотки в среднем за 43 минуты. У меня при просмотре роликов на YouTube в среднем за 1 час уходит по Wi-Fi около 3-4% заряда. В играх за 1 час он поедает примерно 16-18%. Притом играть в него комфортно. Не так комфортно, конечно, как в Asus ROG Phone, но комфортно. И он грамотно сбрасывает яркость только до 600 люксов. Мы не играли в Genshin Impact на максималке, но 60 FPS он вытягивал на Genshin Impact при рекомендованных настройках. PUBG New State тоже отрабатывал неплохо. Тач классный, а вот когда ты стреляешь и звук ближе к максималке, дребезжание становится не особо радующим. Перейдем к тестам. Как проходит смартфон тротлинг тест вы видите на экране. Все, в принципе, неплохо. Что он выбивает в Geekbench, 3D Mark и остальных великолепных программах вы видите. Притом по устойчивости тот же 3D Mark он прошел очень даже плохо. Если говорить про Antutu, то он выбивает 2,5 миллиона попугаев и больше. Storage тест показывает хорошие 216 тысяч. И стресс-тест прошел он ожидаемо плохо. Вы видите все результаты на экране. Но единственное, могу сказать, что все эти тесты в синтетике конкретно по поводу этого смарта, в принципе, такая же тема почему-то со всеми Honor'ами. Он показывает плохо, но в жизни, в играх, при съемке у него все в порядке. И это странно, но это факт. Летим дальше. Основной сенсор на 50 мегапикселей с переменной апертурой от 1,4 до 2, оптостабом, лазерной автофокусировкой, фокусным расстоянием в 24 мм и разрешением для видеосъемки 4К 60 FPS. Сверхширик на 50 мегапикселей с углом обзора в 122 градуса, апертурой 2.0 и макросъемкой. Телеобъектив с перископом на 200 мегапикселей с апертурой 2.6, фокусным расстоянием в 60 мм, трехкратным оптическим зумом, 100-кратным цифровым зумом и оптической стабилизацией. С фронтальной части у нас основной сенсор на 50 мегапикселей с апертурой 2.0, автофокусом и 3D-датчик глубины. Кстати, с роллинг-шаттером. Максимальное разрешение для съемки видео фронталки 4К 60 FPS. Я сравнивал данную модель Samsung S25 Ultra и могу сказать, что сравнение получилось интересным и неоднозначным. Honor показал себя достойно, и в некоторых моментах он выиграл. Примеры, как всегда, и как и сравнение, вы сейчас увидите. Два основных модуля, 4К 60 FPS, и так снимать могут данные смартфоны во время дождя. Это S25 Ultra и Honor Magic 7 Pro. Ну вот что вам больше нравится, смотрите. Я вижу, кстати, капельки дождя на Honor. Мне кажется, что на Samsung не вижу. X3 2.6, X5, X5, X10, X10. Ну вот тут, разумеется, за счет телевика Samsung выигрывает, но и стоимость у него и гигей насколько выше. Сейчас ультраширик. Меня больше интересует стабилизация и по большому счету, ну плюс-минус те же тапки. Теперь в 2.6 быстрое переключение. Более плавное, как вы видите, на Samsung. Ну тоже будет касаться... Ох, как его перекашивает-то. Вы видели? Это расположение может быть телевика, так далеко он просто. Ну ладно, кому-то будет норм. С одной стороны, может быть, не стоит их сравнивать, с другой стороны, мы помним, что S24 Ultra такой же, как 25 Ultra, и стоит он так же, как Honor Magic 7 Pro. То есть какие-то вещи вы получите, получается, максимум X20 в Samsung, максимум X10 в Honor. Не скажу, что это must-have, я повторяю, что телевики это уже такая штука, за которую вы платите очень много, X10, и не факт, что оно вам надо. И ультраширики. А вот переходы такие молниеносные от Honor, это, конечно, дичь.
4К 60 FPS, работает кондиционер, и вот так вы сможете снимать. Да, слушайте, вообще конкретно с балансом белого у Honor плохо. И по цветам, средняя, кстати, по цветам, я не скажу, что идеален Samsung. Давайте X3 2.6. И быстро на ультраширике. X1. Так, все, теперь два видео ночью, 4К 60 FPS. X3, X6, X3, X2.6 и максимальный зум X10, X20. Ни тот, ни другой полезным не является, но, кстати, X20 на... Да, X20 даже очень приличный у Samsung. Ну что, 4К 60 FPS против 1080p 60 FPS. Почему? Потому что на Honor Magic 7 Pro в глобальной версии пока не завезли 4К 60 FPS, но точно будет, потому что сенсоры те же, что и в китайской версии. И ждем. Ну что, два основных модуля 4К 60 FPS, и вот так вы сможете снимать благополучным образом на эти два смартфона. И там по мне стабилизация очень неплохая. И особенность у того и у другого смарта в том, что в первую очередь они крупные. Когда смарт крупный, я думаю, что вы прекрасно понимаете, в чем физика. Той же оптическая стабилизация, все срабатывает очень даже неплохо. Вот так работает ультраширик. И примерно так вы сможете снимать на него. Дальше X3 3 и 2.6. А вот по телевикам, я думаю, разнос полный у Samsung X5, X5, X10, X10. Ну тут, опять же, ничего удивительного. И, разумеется, если в движении все это снимать на X5, на X10, это вообще мрак. Но если на X5, то еще можно подвигаться, поснимать что-то. Но, кстати, стаб работает более-менее, что у Samsung колбасит больше, чем оптозум на Honor. И ультраширики, вот смотрите, опять же, история с ультрашириками и переходами. Сейчас с X10 и X20 я ухожу на ультраширик. Вот это магия, да, перехода у волшебного Honor. Видео фронталка 4К 60 FPS против 4К 1080p 60 FPS, но не буду я 500 раз напоминать, что здесь появится 4К на фронталке, потому что пока не появилось у Honor. Появится. Вот так. Ну что, 4К 60 FPS, съемка с двух рук. Будем надеяться, что я не растянусь, чтобы вы увидели сравнение. Повторяю, что чтобы посмотреть сравнение, допустим, того, как может снимать S25 Ultra полноценно, в течение часа я снимал на него, какой час? Да, час суммарно в Гонконге. То же самое я делал на Honor Magic 7 Pro. И вот этот вот день в Гонконге на пользу Live вы можете посмотреть и оценить для себя, насколько один или второй смартфон будет хорошо отрабатывать. Вот сейчас с основы я ухожу на ультраширик, так я пока не упал, и вы можете примерно прикинуть, что и как работает с освещением и всем остальным. По поводу цветов я сейчас вам скажу. Samsung ближе, то есть Samsung по цветам ближе. Honor красит еще, не то что еще, Honor прям люто красит. Особенно зелень. Зато сочная, как говорится, да, ничего не надо потом подкидывать, если захотите какие-нибудь там рилсы еще куда-то. Повторяю, что звук я сейчас не слышу.
То есть звук, к сожалению, я смогу услышать только когда я буду пересматривать ролик, как и вы. Ну не как вы, ладно, окей, при монтаже еще увижу. Может быть, даже буду закидывать. По поводу цветов я говорю то, что я вижу сейчас. И все. По стоимости повторяю, что скорее всего Honor, не скорее, а Honor сейчас 80, а S25 Ultra сотка. То есть на 20% Samsung дороже. Но у него есть стилус, у него есть доп-телевик и еще много всяких плюшек. С другой стороны, он вообще ничем практически не отличается от прошлой модели. Honor же чем? Honor чем-то отличается. Но Honor тема довольно непопулярная. С другой стороны, вот сейчас за 75 продается тот же OnePlus 13 и Honor глобалка 80-ник. Если бы он стоил 80-ник вместе с таможней, несмотря на все его недостатки, глюки, еще что-то, дизайн, который мне не нравится, в одну стоимость между OnePlus 13 и Honor Magic 6 7 Pro, скорее всего, если бы мне была нужна видео и фотосъемка, я бы выбрал Honor. По сумме факторов я скажу, что паритет. То есть мне говорят там сравнение сделать. Здесь нечего сравнивать. Honor лучше. Лучше по этим возможностям. И давайте-ка оценим телевики. X3. Здесь что-то посередине должно быть по цветам. Но опять же ближе Samsung, по мне. У вас может быть другой взгляд. Сейчас я плавненько повожу ими. Вы сможете прикинуть. Да, у Samsung контрастность как-то выкручена. Это а-ля добавляет объема. Но именно а-ля. Ну давайте по иксам максимум. X10 и X20. Чтобы вы увидели всю глубину глубин при зумировании. Давайте X10, допустим. Чтобы было понятно, что в этом смысле телевики решают. И фронталка 1080p 60 fps глобалки у Honor Magic 7 Pro. В китайской версии будет еще уже 4К 60 fps. Модули одинаковые, в тысячный раз повторяюсь. И скорее всего в глобалке вы потом увидите у Honor. Вот на одном расстоянии, если держать, видите, какая разница. То есть намного комфортнее снимать на Samsung, потому что на Honor нужно руку оттягивать. Так вот, в глобалке будет позже со следующей прошивкой. Может быть, второй обзор буду делать на Honor, но очень сильно вряд ли. Тут будет зависеть от того, сколько будет у зрителей просмотров. Или просто его оставлю и потом сравню с каким-нибудь флагманом. Что у нас там следующее? С Poco F7, который не флагман, но все равно там с Xiaomi 15 Ultra, который выйдет сырой и вполне возможно сырым и останется. В общем, с чем-нибудь найду, с чем сравнить. Но пока вот так. Ну что, как говорится, понеслась ультраширик и съемка с одной руки 4К 60 FPS. Сейчас мы секунд 10-15 проедемся на ультраширике, потом перейду на основу. Вы увидите, да, небо и земля. Когда-нибудь сенсоры будут одинаковые на все модули, мне так кажется, рано или поздно, и мы будем иметь картинки поинтереснее, и когда будет и интереснее, потому что все-таки обработка видео это непросто. И 2.6 телевик. Вообще все смотрибельно, если на байке ехать, видите. Но единственный переход на ультраширик печаль. Все, в принципе, хватит. Кстати, вот так, если мы включили бы микрофон с подавлением шума ветра. Правда, я сразу начинаю ехать медленнее, но все равно. И 334 есть. 4К 60 FPS, основа. И вот если ни с чем не сравнивать и пытаться все это делать максимально плавно, снимать, то будет все вот так. 2.6. Особо прям суперски долго что-то там снимать не очень хочется. Почему? Потому что час я снимал в, считайте,
Гонконге и можете посмотреть там тулярд вообще видеоряда. Я думаю, еще будет видеоряд, еще куда-нибудь с ним слетаю, может. И вот она, фронталка 4К 60 FPS. Honor. Не буду в лифте играться с роллинг шаттером, но главное, с обновой появилась 4К 60 FPS. Вот так вы сможете себя снимать. Насколько эффектно и эффективно решать вам. Разумеется, обзор одним кадром будет, к сожалению. Можно включать шумоподавление, можно включать подсветку с автомата, автоспышку. Можно постоянно включить. И вот сейчас я шумоподавление отключил, до этого вот сейчас включено. X1, 0.8. Насколько корректно, хорошо, приятно и удобно для вас, решать, разумеется, вам. Но мое дело вам показать, как это дело отрабатывает. Главное, 4К 60 FPS добавили. И вот еще из интересного. Да, такой должен быть роллинг шаттер. То есть он должен отсутствовать. Это расскажите Realme и расскажите это Samsung, кстати. Смотри. Видите мое счастливое лицо? Да, я рад, что у Honor Magic 6 7 Pro появилась на фронталке 4К 60 FPS. Да, да. Потому что меня меньше будет мучить их хейтеры. Точнее, мои хейтеры. Точнее, фанаты Honor. По совместительству хейтер. Всегда, когда ты ругаешь какой-то смартфон, это плохо. Для тебя заканчивается. Короче, все норм. Видите, я улыбаюсь, несмотря на то, что я его поцарапал. И линзы поцарапал. И тыльную часть поцарапал. И он камеры не переключает, как Samsung на основной модуль. И с телекомом у него не все в порядке по мне, но это все субъективщина. Смотрите примеры видео и фото у меня и у остальных. И я рад, повторяюсь, очень рад, что 4К 60 FPS теперь на фронталке. Ха-ха. Ну и вот сейчас идеальные условия. Фронталка 4К 60 FPS. По большому счету она не поменялась, просто поменялось разрешение. То есть если вы смотрите на телевизоре, скорее всего вы видите разницу. Если смотрите не на телеке, то разницы вы вряд ли увидите. Кстати, вот этот роллинг шаттер, который я видел потом, то, что записалось, возможно, вы его видите. Но то, что в ночных примерах вы увидели, это точно. Вот сейчас я выхожу на улицу. Этот роллинг шаттер, к сожалению, не виден мне сейчас. То есть, допустим, сейчас комментировать, что здесь есть роллинг шаттер, я не могу. С другой стороны, я бы мог его хейтить, если бы у меня Samsung Ultra также не вели себя. То есть, видите, все познается в сравнении. И да, есть некоторые смартфоны, у которых роллинг шаттер поменьше. Есть некоторые смартфоны, у которых его нет. Ну, а есть некоторые смартфоны, у которых он есть. Вот примерно так вы сможете себя снимать на фронталку. Повторяю, что здесь основной из минусов вообще и у яблок, и у всего остального в том, что нельзя переключаться на основной модуль. Это очень удобно, ты к этому трындец как привыкаешь. Но вот такая история. Кстати, примеры, опять же, допустим, того, как кружки записывать на это дело. Там почти 1000 фотографий в моей личной телеге можете скачать, посмотреть, на что он способен. Ничего фантасмагоричного, но неплохо. Сейчас, кстати, включил кондиционер, и еще есть небольшой минус, и для многих он будет важен. Помимо того, что дырка Dynamic Island, когда ты записываешь на фронталку кружочки, допустим, в той же телеге, пока она не запрещена, я же могу ее упоминать, тебе нужно далеко держать руку. И когда ты привык на других флагманах, так как угол маленький, держать смартфон вот так и нормально снимать, здесь у вас это так не получится. Вам нужны длинные руки, и нужно будет постоянно их использовать. И это, я скажу, прям очуменный минус на длительной дистанции для тех, кто записывает кружочки. Так, ультраширик, основа 2.6. Вы видите Луну. Давайте зум максимальный. X10. Кстати, то, что я вижу. Ну, не с такими шумами, но похоже. А вот дымка не такая сильная, как на смартфоне, но, как говорится, главное, что он пытается что-то снимать, и то неплохо. Вот ультраширик на рекламу. Такие два дома с такой вот рекламой. Интересно, кстати, как они видят через эти диодики. Хорошо или не особо. Народ удит.
по ночам, по вечерам. Не знаю, можно ли это есть, но главное, я надеюсь, что я не ем это потом в рестике с утра. Надеюсь, я ем не эту рыбу. Вчера видели эту штуку и снимали ее на S25 Plus. Сейчас уже снимаем ее на телевик Honor Magic 7 Pro. Такое ощущение, что искажение какое-то да, как он смещает на телевик ультраширик. Немного набережной на основу ультраширик. Так, официально даже от фотографий уже очень много он съел заряда. Ультраширик. Но, как говорится, куда бежать и что делать. Корабль-призрак. Я уже 500 тысяч раз его снимал и ни разу не плавал на нем. Но как-то не внушает он мне доверия. Ощущение, что вообще европейский район. Но все равно необходимо руку очень далеко держать от лица для того, чтобы что-то снимать. Купил кружку. Теперь можно пейзажики снимать. Потому что больше 16 миллиметров это уже, конечно, фиш-ай. Опять же, видите, в смартфонах 13, 14, 15 миллиметров. Нет, ну вообще супер фэн-шуй. Только не хватает здесь, конечно, вылетающие водички. Наверное, периодически ее включают. Ультраширик. Панд мало не бывает. Все еще парк. Телевизор. Так, основа. И давайте ультраширик. Так вы сможете снимать Гонконг с горы. Ну, вы, кстати, можете снять вот там жилье. И я не знаю, правда, как туда добираться. У вас будет постоянно вот такой вид. Даже лучше, наверное, вот там. Или вот там. Или вот там. X1, 2.6. Как говорится, ультимативный просто обзор видеовозможностей. И фото, кстати. Фото скачивайте в исходнике. Имеется Starbucks, но есть маленький. В принципе, все лимитки, которые я видел в городе, здесь есть. И этот тоже. Вот так мне говорит Гонконг. До свидания. Да, вы ценники тоже видите. Чуметь. 3000. Ой, 3500. Так, ну и перед тем, как рассматривать эти волшебные фотографии, не забываем, что Honor при записи кружков в той же телеге, его нужно держать очень далеко от себя, обязательно, если вы этим пользуетесь, посмотрите в моей личной телеге примеры. Вот здесь мы сравниваем телевик с эквивалентом в 72 мм, вот, пожалуйста, Honor, и, пожалуйста, у нас X3, наш счастливый Samsung. Здесь по телевику, наверное, я бы выбрал ничью, потому что очень близко все. И сказать, что что-то там ушатывает, да, видите, вот здесь отблеск, допустим, у Honor лучше. Ну, вот так кусками кропать что-то там, высматривать, говорить, что что-то из теней вытягивается лучше. Ну, можно. В движении здесь, получается, на Honor не было уже машин, я по очереди снимал. Но в целом, по деталям, за счет контраста и всего остального, Honor однозначно победитель, видите? Да, тут дорисовка идет 100%, но все равно. Здесь интересная история. Я снимал ультраширик, здесь не отработал на ультрастаб. Почти 500 фотографий, только в обычном формате у меня только из Таи, где-то 500, наверное, из Гонконга есть на Honor. Посмотрите, как что получалось. В принципе, и на Honor получилось мыло чуть-чуть просто меньше.
Насколько это эффектно и эффективно ультраширики ночью абсолютной нулевой эффективности, неважно какой у вас смарт. И по фронталке она не отражает, как раз я про это и говорил. Здесь однозначный лидер по фронталке, конечно же, Honor, потому что то, что сделала с рубашкой месиво какое-то из шумов Samsung, это ни в какие ворота не лезет, а все остальное можно рассматривать, говорить, что там где-то что-то кто-то подрисовал, но все это в пределах разумного, и мы выделяем просто лидера и выбираем. Я, во всяком случае, выбираю его. Вы можете не согласиться, исходники все в моей личной телеге. Интересный тест. То есть был дождь, я фотографировал с балкона 30-го этажа. Насколько хорошо это получилось, вы сейчас видите. Если анализировать данные фотографии, хотя ими охота просто наслаждаться, у нас, вот, допустим, по ультраширикам, ну, я бы сказал, что паритет, потому что здесь месиво, но здесь одно сплошное пятно. То есть Honor, наверное, все-таки проиграл, потому что Samsung хотя бы что-то пытался сделать. Если говорить про эквивалент 115 мм, и здесь, соответственно, у нас эквивалент будет 144 мм, плюс-минус одинаковая прелесть, все поплыло. И это тоже неудивительно. И здесь тоже неудивительно. То есть, по большому счету, если плохие условия, вы получите плюс-минус одинаковый результат. Опять же, на Honor здесь картинка по мне лучше. Скачивайте исходники, сравнение сделал море, хотя по большому счету сравнивать нечего, но когда вы будете за уши притягивать, что Honor там лучше снимает видео или фото, посмотрите исходники у фото и посмотрите обязательно то, как я снимал в Гонконге на час на один смартфон и на другой. Смотрим все обзоры, делаем выводы, это флагманы, есть из чего выбрать всегда. Минусы. Перегрев в 3D Mark, он у меня прям вырубился во время одного из тестов, и это плохой звоночек. Крышка царапается об iPhone, то есть один раз я решил поносить его с айфоном. У меня и блок камер поцарапался, это было уже в конце перед самым обзором. И тыльная часть. В свою телеге я скидывал свои эмоции по этому поводу. Нет 8К для основного сенсора, нет ни 4К 120 FPS для основного сенсора, нет возможности, как в Samsung, допустим, переключаться с фронталки на основу, нет магнитной зарядки, нет триггеров, было бы неплохо, или обходной зарядки на худой конец. Довольно скромный игровой режим, минимальные настройки для вибро, минимальные настройки для звука, то есть эквалайзера для динамиков нет. У меня конкретно при максимальной громкости дребезжит крышка. Функции И у некоторых глобальных регионов, допустим, у меня есть один из подписчиков, который купил регион для Эмиратов, смартфон, и у него ИИ почему-то нет. У меня глобалка из Гонконга, ИИ есть. Есть вопросы к тому, как обновляют смартфон, то есть у меня очень долго не было 4К 60 FPS на фронталке. Слабая кастомизация вибро, и по вибро он проигрывает тому же OnePlus 13. Смарт довольно тяжелый, и это факт. И есть какие-то определенные программные проблемы. Можете почитать, как там принимать звонки в Bluetooth наушников с WhatsApp для примера. Но это у всех Honor'ов, и у каждого смартфона есть свои подобные штуки. Так же, как, допустим, хотелось бы кастомизацию, чтобы можно было разблокировать при помощи и Face ID, и отпечатка одновременно. Но здесь, на данный момент, в этой версии программного обеспечения этого дела нет. К плюсам я отнесу цену по ссылке в описании к видео. Периодически они выгружают по 83, по 85 глобалку, притом иногда даже с доставкой из России. То есть без того, чтобы вы платили таможню. Ориентирую вас по цене, я купил за 83 тысячи рублей на терабайт глобалку для Гонконга в магазине с годовой гарантией в самом Гонконге. Почему? Я уже в конце расскажу, и это, в принципе, хорошо, что я ее купил. В целом, на Алишке также появляется периодически по 85 тысяч глобалка на 512 гигабайт, правда, но без таможни. Либо с таможней, но с зарядкой беспроводной. Кстати, зарядку вы очумеете под него тоже искать, поэтому лучший комплект, если вам беспроводная зарядка нужна, брать вместе с ней. Все, кто покупают Honor, сколько я не читал форумов, они все доброжелательны и помогут всем, чем могут. Вот за это и огромное спасибо данному бренду, что собрали таких людей воедино. Встречал я разных фанатов. Honor самые заряженные в плане подсказок. Если есть что добавить, пишите в комментариях. Есть вопросы, пишите в мою личную телегу. Пока смартфон на руках, могу что-то там отвечать. Резюмировать я бы хотел довольно просто. У меня дежавю в каком-то смысле как с Honor 200. Я его сначала ругал, а потом протестировал. Он у меня показал вау-эффект за свои деньги. Вот здесь примерно та же история. Почему? Потому что я изначально к аппарату относился специфически негативно, так как ценник был космос. Вот как раз история, где, что, как, почему я покупал. Покупал я его в Гонконге. Пришел, увидел ценник, довольно космический. И там мелкий ценник красный. Спрашиваю, а по какой цене вы продаете? Они говорят, по красной. По красной выходит 83 тысячи рублей в глобалке, там, с гарантией, т.д. и т.п. А почему так дешево? Они говорят, потому что не покупают.
То есть за те деньги, за которые изначально он, по-моему, 105 тысяч у них стоял, у них не покупали. Они стали продавать по 83 прямо в магазине со всей гарантией, со всеми остальными плюшками. У нас, к сожалению, в голове, согласитесь, не особо ассоциируется этот бренд с флагманами. Я даже могу объяснить почему. И это очень просто. Вся магия в цифрах. То есть, допустим, мы берем Samsung, он может переключаться с основного модуля на фронтальный. Такие не все могут делать смартфоны, но это флагман. Хотя он от S24 Ultra практически ничем не отличается, я не советую его брать, можете посмотреть ролик. Здесь есть еще и стилус. Но это его суперсила. У него есть 4К 120 FPS на основном модуле. Здесь у нас все максимально скромно и аскетично. Если мы берем, допустим, Asus ROG Phone, то там есть триггеры и игровые возможности какие-то специальные. Если мы берем яблоки, у них тоже есть Face ID, но помимо этого здесь есть еще способность установки каких-то специальных игр, аксессуары, которые нереально топовые. У Honor все намного проще. То есть, когда вы говорите умные часы, вы думаете о Huawei, Amazfit, яблоки, яблочные, самсунговские. У Honor, вы знаете умные часы топовые? Спойлер, нет. У них они есть нормальные, но вот это и есть флагманы, когда у тебя есть какие-то топовые характеристики, отличающие тебя от остальных, либо приравнивающие тебя к ним. И топовые аксессуары, потому что человек, который покупает за сотку, он может купить себе и часы за 20-30. Были бы они топовые. У Honor есть, но их не так много и не такой большой выбор. То же самое касается наушников. То же самое касается даже полноразмерных наушников. Как говорится, дьявол кроется в деталях. И да, у Samsung, допустим, я их не знаю, этих полноразмерок, но ТВС, которые считаются супер флагманскими затычек, у них просто море. Очередной момент. Если говорить о недостатках, давайте их проговорим. Ценник на старте был космос, в принципе, как и у всех, так что за недостаток это принимать такое себе. Для меня недостатком явилось то, что он у меня, разумеется, поцарапался. Помимо этого, если вы обратите внимание на 3D Mark, здесь стабильность очень слабая. С другой стороны, она у меня на использование никак не влияла. И поэтому сказать, что это плохо, я никак не скажу. Сканер, допустим, по разблокировке, но он у меня 10 из 10 раз отрабатывал. По поводу его суперфишки. Его суперфишка, опять же, по мнению покупателей, продавцов и фанатов бренда, разумеется, это стабильность и, разумеется, это Face ID, потому что вы можете устанавливать сюда банковские приложения, пользоваться им. Кто-то уже тестировал их на различных программах, в которых не всякое может работать с Face ID, но не будем их пиарить. Можно копаться в камерах, рассказывать особенность вот этих убогих переключений, когда ты в X20 переходишь на телевик, и у тебя просто моментальное переключение, и это убого. Но у всех есть свои недостатки, и у флагманов тоже. Недостатки у смартфона на терабайт в глобалке для меня могут нивелироваться ценой, и они нивелируются. Да, он тяжелый, да, у него при звуке, допустим, когда я играл в игры, у меня ощущение, что крышка вибрирует, так же, как Poco X3 Pro, помните, было? Да, здесь нет эквалайзера, как такового для динамиков, и, как говорят, скачивай плеер, но здесь даже предустановок по минимуму, и они убогие. Звук хороший, но я бы хотел его поменять, он слишком басистый, чтобы не тряслась крышка. Вибро, он даже близко не дотягивает до OnePlus 13, и он минимально кастомизируется. Если говорить про какие-то суперфишки, тот же ИИ, который у меня есть, но это все курам насмех. Роллинг шаттер, да, присутствует, но что делать? У Samsung S25 Ultra он тоже был, у Realme 14 Pro Plus тоже был. В итоге, если вы забываете о ликвидности, ликвидность это когда ты покупаешь какую-то железку на пальцах и потом имеешь возможность ее продать плюс-минус те же деньги. И остаемся мы не у разбитого корыта, а у вопроса, хватит ли комьюнити людей, которые интересуются данным смартфоном, для того, чтобы допиливать какие-то мелкие моменты. Я скажу, что не факт. То есть, если вы приобретете вот это дело, оно не будет чем-то лучше, чем остальные. Здесь нет такого комьюнити, как, допустим, у OnePlus и такой плавной оболочки. Если выбирать именно без камер, я бы выбрал OnePlus 13 для себя. Даже вот с его глюками по автономности никто вам не говорит, что здесь этих глюков не будет. Здесь нет какой-нибудь там фишки из разряда MagSafe, то есть вам нужно докупать чехол, чтобы сюда приклеивать свою магнитную зарядку. И это тоже напрягает. Получается, это какой-то флагман, недофлагман в плане индивидуальности и в плане возможностей флагманов, которые у вас открываются, когда вы их покупаете. Да, если у вас ограниченное количество средств, и вам нужен только один смартфон,
и у вас может быть ноутбук Honor, или у вас экосистема потихонечку собирается, у вас в принципе нет альтернатив, это отличный смарт. Но если пока у вас нет экосистемы, посмотрите Big View большим взглядом на все эти железяки и прикиньте, вам будет проще собрать что-то с iOS, что-то с, не знаю, Samsung'ами, суммарно. Так что девайсу от меня однозначно бесконечное да, в нем можно копаться как в компьютере, как в любом другом флагмане, можно нарыть еще 1000 недостатков, но в свете и в цвете всего этого рынка, где Samsung S25 Ultra 100+, где OnePlus 13 74 тысячи глобалки на Алишке продаются, смотрим телегу скидок, и это дело в районе 85 вместе с зарядкой, это на терабайт глобалки скидываются, однозначно можно. Если вы будете брать глобалку в Европе, максимально у них 512 гигабайт внутренней памяти, а глобалка из Гонконга, допустим, это терабайтник. Если знаете еще какие-то подводные камни у глобалок, напишите. Но не пиарю гонконгскую глобалку, я говорю, что порядок цен для этого смартфона на старте продаж вот сейчас 83-85 с учетом таможни, потому что они из таможни также продавали на Алихе. Ищите на других маркетплейсах, от этого танцуйте у серовозов и точно прикидывайте, что это еще раз 16 гигабайт оперативы и 1 терабайт. Это очень жирно. Они в этом смысле молодцы. Девайсу, повторяюсь, от меня однозначно да. Будут вопросы, пишите в комментариях. Скорее всего, я это дело у себя на какое-то время оставлю, потому что продать я его не смогу. Вот, и буду с чем-то его, может быть, сравнивать. Но не факт, все будет зависеть от вашего отклика в комментариях. Мне подобные штуки нравятся. Вот я как говорил по поводу OnePlus 13R. Подписывайтесь на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья.